Друзья, всем привет из Аризоны, Татьяна вновь с вами. И сегодня я хочу поговорить об ароматах, теплых, пряных, дымных, те ароматы, которые хочется распылять у камина, наслаждаться древесным запахом, а также ощущением счастья и тепла, которое исходит, когда ты видишь вот эту красоту огня и слышишь скрип поленьев во время вот этого таинства. Для меня это какое-то счастливое и приятное времяпрепровождение, и поэтому сегодня поговорим именно об этих ароматах, которые олицетворяют и просто превосходно дополняют это комфортное ощущение неги. Сразу пришла мне на ум парфюмерная композиция 1984 года издания. И, конечно же, это дом Шанель Коко Eau de Parfum. Необычная. Это комбинация нот, которая соткана и протягивает ручонки друг к другу, то есть это хоровод ярких нот. Здесь и восточные, амброво, такие вот сложные и порой олдскульные ноты переплетаются с цитрусовыми, яркими, душевными, цветочными флюидами. Аромат, конечно же, про дымность также, про сказочность, про мудрость и про отношения любви, но это будет уже такая любовь, которая прошла через всякие препятствия и настоящие отношения, иначе говоря. То есть привязанность к этому аромату понятна. Здесь вовсю также слышна гвоздика, нужно сказать кориандр. Это вот такие ноты, которые выпирают и являются знаковыми для меня, когда я вспоминаю о нем. Глубина, многогранность. И да, сказать, что аромат этот вот мой такой какой-то любимчик, и я люблю такое соотношение понятий ольфакторных, это будет неправда. Но я понимаю и восхищаюсь этой композицией. То есть это для меня в каком-то смысле образец шедевральности и какой-то, возможно, даже отстраненности. Аромат чудесен на самом деле. Ну что ж, еще про один аромат, который, возможно, не совсем в классическом таком варианте подходит сегодня под каминную историю, но и здесь имеется отголосок дымности, колуарности, какого-то такого богатого настроения. Это Modern Muse, Estée Lauder, Красная мельница. Аромат про цветы, про вишню. И это уже такая классическая цветочно-фруктовая композиция, необычный, гламурный, я бы даже сказала сексуальный аромат. Вот если кому-то нравится такое нежно-женственное воплощение вишневого вкуса, так как легкая гурманика присутствует, немного компотность даже, но благодаря вот этой восточной обволакивающей атмосфере аромат, конечно же, очень даже непрост. Вот так. Ну и куда же нам без Маруси от Славы Зайцевой, когда мы говорим про камины, про эту дымность, очаровательность. Для меня, конечно же, аромат этот не такой уж и легкий. И сказать, что я абсолютный фаворит этого аромата, это тоже будет неправда. Но опять же я понимаю и даже, можно сказать, восхищаюсь
ароматным шедевром, который у меня в руках, поскольку действительно это очень интересно вдыхать. Цветы белые превосходно, мне кажется, здесь сочетаются с дымностью и фруктовостью. Аромат, безусловно, очарователен и имеет отсыл к ретровости, к олдскульным каким-то влияниям, но в целом, мне кажется, это та история, которую можно разгадывать, то есть читать без конца, и ты читаешь и постоянно думаешь о чем-то новом. Да. Понимаю популярность этого аромата и надеюсь, что я не безнадежно отстранена от него. Аромат достаточно такой неоднозначный, и это Элизабет Тейлор Passion. Ну, здесь уже намного больше дымности, чем в аромате Маруся, и для меня даже в каком-то смысле этот аромат, ну, опять же, только лишь для того, чтобы иногда вспоминать о том, что парфюмерия разнообразна. Здесь присутствует нота ретровости, безусловно, и воплощение этих эмоций, этих желаний, которые были во времена Элизабет Тейлор. Это аромат несовременный, но вот отмечу и то, что вот эта дымность, она перекликается с популярными ароматами Шалимар. Вот у меня только Eau de Cologne, правда, есть, но я все равно его принесла и буду показывать. И несмотря на то, что здесь может быть больше даже ядреных цитрусов и свежести, и вот этой яркости и свободы, пространства, но и дымность от костра присутствует. Ее никто не отменял, ведь это Шалимар. Рада, что есть у меня этот аромат, поскольку в нем является та нота, которая присуща всем Шалимарам. Это вот какая-то благородная, очень эстетическая, ванильно-цитрусовая, дымная составляющая. Ну вот согласитесь, что Шалимары – это та парфюмерия, которая затягивает, и расставаться с ней не хочешь. Так. Аромат, который вот также на меня произвел впечатление, это Сандал Мажескюль от Серж Лютанс. У меня всего ничего, но надо сказать, что и аромат я ношу дозированно и в определенное время. Когда я была в Минске в этом году, а это было конец марта, апрель, еще холодно в это время года в Минске, я нанесла его, я почувствовала, насколько я чувствую себя гармонично с ним. Это древесность, это восточность, такая очень легкая пряность. Аромат, безусловно, тебя возвышает. И, конечно же, комфортное, уютное, немного дымное также впечатление вас не оставит равнодушным. Действительно, аромат красив и сексуален, но вот именно в унисексовом понятии. Так. Опять же, познакомилась я совсем недавно, хотя аромат уже старичок в нашем парфюмерном мире, и это Obsession от Calvin Klein. Ну что ж, я знаю, что этот аромат многие ассоциируют с Новым годом, с Рождеством, поскольку здесь множество гурманских специй есть, и корица чувствуется, и гвоздика, мед, ну и, конечно же, очень много вот этой культуры каминного сидения. То есть перед камином ты расслабляешься, релаксируешь. Просто какая-то чудотворная смесь. Необычный. Old school есть, ретровость присутствует, но это аромат про Рождество и про празднество пряночных каких-то вот утех. Интересен, да?
Опять же, как экземпляр какого-то исторического парфюмерного чуда. Так, ну вернемся к Serge Lutens. Вот я что-то не увидела этих два маленьких у меня сэмпла, но ароматы громогласные и просто огромное впечатление оставляют. Это Араби, а также Амбр Султан. Ароматы для меня в каком-то смысле похожи. Это Восток, но немного с лекарственным отсылом. Необычайно мягкие, теплые, я бы даже сказала горячие ароматы. Здесь множество тех специй, о которых мы знаем, и шафран, и можжевельник, и кориандр, чего здесь только нет, я бы так сказала. И чувствуешь даже отсыл к звездочке, вот этой вьетнамской, если помните, мазь, которая была популярна в советское время, и мы иногда пользовались как лекарством. Но в целом, конечно же, эти ароматы даже живут настолько диффузно, то есть их нужно пробовать в развитии, понимать в развитии. Как и вся парфюмерия Серж Лютенса, впечатляющая своим вот именно житейским раскрытием, когда аромат не просто ты нанес, начинаешь сразу же вдыхать, а постепенно раскрывается, те или иные грани вам показываются, и ты только лишь впоследствии, возможно, даже несколько дней пройдет, и только ты тогда и поймешь сущность этих ароматов. Да. Но в целом, конечно же, это восточные, насыщенные, очень яркие и комфортные, уютные ароматы о тепле, о камине и о зиме. Да. Так, далее. Ну что ж, это Creation Ted Lapidus. Ой, ну какой же он интересный. Тот аромат, который, конечно же, ты чувствуешь во время Рождества. Глинтвейн, вот вовсю я слышу прямо какую-то вишневость и горячительность, алкогольность. Это аромат с дымностью. Но, знаете, носить и ощущать это все целый день, ну, нужно постараться его полюбить. Опять же, в плане искусства, в плане какого-то шедеврального восприятия, я понимаю любителей этого аромата, но на себе так уже 100% его не вижу. Как-то так. Ну и похоже, опять же, в одном ключе, но немного, конечно же, иной аромат. И это Rumba Ted Lapidus. Так. И здесь вот это насыщенная, дымная и немного даже животная нота присутствует. Яркость белых цветов, легкость в то же время, но и насыщенность, безусловно. И это аромат не о простоте. Немного такой строгий, суховатый, древесный. То есть он более, даже я бы сказала, и прозрачный, если вот менее сладкий, чем аромат Creation. Но в целом, конечно, Ted Lapidus это ароматы убойные. Так, ну и последний вот у меня тут остался в уголочке. Аромат Дали, Eau de Parfum Сальвадора Дали. Черные губки. По сравнению с Тедом Лапидусом, конечно же, это уже более простая композиция. Здесь также есть древесность и вот эта мучительная нота дымности. Ну, сказать, что вот я, скажем, полюблю этот аромат, то нет. И вот эти 5 мл, а то может быть тут и меньше, они так и останутся у меня стоять. Но в качестве образца, чтобы вы понимали, что здесь много дыма, я также принесла этот аромат. Он для любителей ретрово, дымных, таких достаточно тяжелых ароматов.
Но опять же, почему бы и нет, мы же все разные. И это нормально, когда ароматы одним нравятся, другим нет. Я понимаю тех и других. Вот так. Распелась эта птичка. Ну хорошо, радуй нас. Ну что ж, вот на этой ноте. Так, спасибо. Нет, не дает нам поговорить. Но все же, на этой ноте мы завершаем рубрику тех ароматов, которые для меня являются очень необычными. И я, возможно, когда-нибудь в своем понимании буду ближе к ним и относиться более ласково, что ли, и с любовью. Конечно же, это шедевральность и какое-то очень очаровательное, комфортное ощущение тепла возле камина. Ну что ж, поделитесь со мной вашими новинками и в целом отношением к ароматам, которые имеют в себе ноту дымности. Мне будет очень интересно узнать об этом. Всего хорошего и до новых встреч в новом видео. Пока-пока.